таранскую, если правильно назвать, не таранская, а таранская, таран по-немецки, профессора были у нас 3 года назад, немецкие поправили меня, Таранская лесная академия. Соответственно, его там оставляли преподавателем, он не мог остаться, и должен был быть администрованным. И вот ему суждено стало стать наиболее выдающимся лесным в России, не только на Урале, 19 века, наиболее грамотным, наиболее выдающимся. Какие это достижения? Первое, конечно, достижение это проведение лесоустройства, с чего начинается, собственно, лесного хозяйства, и организация лесного хозяйства на базе лесоустройства. Александр Ильич Теплоухов использовал, конечно, знания немецкого лесоводства, это было передовое в то время лесоводство, не только, так сказать, в Европе, но и, пожалуй, единственное было во всем мире лесоводство немецкое. И лесоводство, которое он организовал на Урале, оно, конечно, несет степень, вот это немецкое лесоводство, это безусловно. Но прежде чем приступить к лесоустройству здесь, на Урале, он организовал лесоустройство в имени Марьина. Кстати говоря, вот в имени Марьина тоже очень большие мероприятия. И там это имя сохранилось, если вы интернет откроете под названием имени Марьина, 2 слова введите, там как раз все материалы вы этого имени Марьина получили. Значит, там мы учебный корпус сохранился, другие корпуса с тех времен, с времен Александра Ефимовича Теплоухова. Александр Ефимович Теплоухов, значит, лесоустройство началось на Урале впервые в России в 1930 году была издана инструкция комбинат, по которой были устроены леса, устраивались леса горных заводов вначале казенных, а потом посещенных на общей площади 8 миллионов десятин. Это была первая в России лесоустройственная инструкция, конкретно это министр финансов. Он хорошо знал горнозаводское дело, поскольку много раз в молодости ездил по горным заводам, включая Урал. Значит, Александр Ефимович Теплоухов разработал свою инструкцию, называется она «Руководство по устройству лесов в помещичьих имениях». Вот это целая книжка. Значит, где здесь я оставляю вам эту книжечку, по-моему, у вас нет ее. У меня еще один экземпляр, если кому-то из тех надо, ради бога. Значит, в чем особенности того лесоустройства, которое организовал Александр Ефимович Теплоухов в середине 19 века? Лесоустройство началось до него. В 1841 году сюда приехал первый выпускник школы из Марьина. Он как раз и организовал это лесоустройство. Здесь были трудности, поскольку в 1941 году еще не были, значит, определены точно границы этого имения. Они были определены окончательно в 1843 году. И Теплоухов приехал в 1947 году. Он запрактиковал результаты геодезической съемки геодезической основы и заново провел всю эту геодезическую работу. И затем, собственно, описание лесов и устройство их уже на лесоводственных основах. Так вот, эта работа была выполнена, поскольку она впервые была вся работа по созданию геодезической основы, естественно, легла на плечи Теплоухова и его команды. Он организовал лесоустройство с разделением лесных дачных на несколько хозяйственных систем по территориальному признаку. Сейчас это деление по лесоводственному признаку, а тогда хозяйственные секции, они выделяются по территориальному признаку. В частности, он разделил 68 тысяч десятин вот этой Билимбайской дачи на 11 отдельных участков, и между этими отдельными участками были проведены широкие площади. Некоторые сейчас сохранились, в том числе и Билимбая, вот сегодня, если поедем на экскурсию, то как раз это встретимся с такой широкой площадью. Кроме того, вся организация территории, она копировала, по сути говоря, в значительной мере немецкие подходы к организации территории. Правда, здесь даже уже в имени Марьина он внес свои поправки, так сказать,
И такого четкого деления на кварталы или, значит, ягины они называли немцы, на другие дотационные единицы, такого четкого здесь не было деления. И он не совсем приветствовал вот это абсолютно четкое деление, которое было в немецком лесоводстве. В частности, границы поднимались по каким-то дорогам, лагам, речкам и так далее. То есть используются природные границы, которые были совершенно обоснованы. У нас копировать полностью немецкое лесоводство не было необходимости. Дальше все леса были охвачены съемкой, все они были описаны в полном объеме по тем показателям, которые были в самом Теплоухове. И надо сказать, что показатели, по которым описывались эти леса, они тоже были в России использованы впервые, они тоже, конечно, базировались на тех знаниях, которые были получены Теплоуховым в Германии. И больше, пожалуй, в лесном хозяйстве России они никогда и нигде больше не использовались. Это касается классификации, значит, классификации густоты, полноты, других показателей леса. Все это было, пожалуй, в единственном экземпляре и только здесь у нас новое. В 1847 году он разработал вот это самое руководство. Оно было не вторым, как вы поняли, а третьим. Вторым было в 1845 году руководство разработано Арнольдом для лесного департамента. Но я уже сказал, что на Урале леса лесного департамента не играли большой роли, соответственно, это лесоустройство не играло тоже большой роли в лесах лесного департамента. Значит, кроме организации лесной территории, которая была своеобразной, Александр Ильич Теплоухов ввел своеобразную организацию лесопользования, тоже никогда больше в стране не повторялось. Это тоже, по сути говоря, немецкая, так сказать, немецкая система была, не видна сюда. И потом, впоследствии, правда, второе лесоустройство было еще проведено его сыном Федором Александровичем на основе этого же руководства, но вот уже третье лесоустройство 1990-1991 годов, оно было проведено на видоизмененной основе, то есть вот эти подходы к лесному организации территории, лесопользования, другие вопросы были приближены и существенно приближены к тем критериям, тем распорядку, которые использовались в лесах лесного департамента. И четвертое лесоустройство в Билимбае, всего 4, это единственная территория на Урале, где было проведено революции. 4 лесоустройства было проведено в 1914 году, уже без предварительной, так сказать, обследования, наклонного обследования лесов, как сейчас говорят, на основе актуализации, да? То есть по таблицам входа роста были скорректированы все, так сказать, конституционные показатели. Дальше были учтены все рубки, различные изменения, так сказать, формах различных, значит, и как раз лесничий Аркадий Николаевич, как фамилия его была, значит, сейчас я вспомню, пока не... Он организовал вот это четвертое лесоустройство и провел все расчеты, соответственно, по организации лесного хозяйства, по организации лесопользования. Было связано проведение этого лесоустройства с тем, что в 1914 году поступали жалобы многочисленные от местных жителей, что отводили леса в пользование крестьянам не самые лучшие участки, не самые пригодные для сельского хозяйства. Вот как раз была проведена проверка со стороны лесного департамента. Приезжал сюда ревизор лесоустройства по фамилии Сельский из Камышлова, там Камышлове было, он располагался. И как раз было организовано это лесоустройство. Четвертое. Таким образом, Билимбая, в отличие от остального имения Строганова, было проведено не 3, а 4 лесоустройства. Четвертое лесоустройство, третье лесоустройство в 1991 годах проводил выдающийся, так сказать, имение Строганова Павел Васильевич, знаменитый ботаник, так сказать,
большого масштаба. И как раз он в молодости, когда заведовал этой собственной партией, и сохранились фотографии, у меня десятка фотографий есть, и этой партии, и делянок, которые на уровне местной охраны Билимбаевской дачи, все они сохранились в Пермском областном краеведческом музее. И как раз оттуда они и взяты порядка фотографий. Значит, причем очень качественные фотографии. Вот самое главное достижение старшего Теплоухова Александра Ефимовича — это проведение собственности и организация лучшего в России лесного хозяйства на основе этого лесного. Второе достижение Александра Ефимовича заключается в том, что он разработал классификацию рубок леса. Он подразделил рубки на рубки главного пользования, как сейчас мы называем, рубки ухода за лесом, где он впервые составил свою классификацию. Она по форме не соответствует сегодняшней классификации, но по своему духу, по своему содержанию, конечно, эта классификация. Рубки главного пользования, которые он рекомендовал, это рубки лесовосстановительные, сейчас они называются. Это рубки, которые направлены на провоцирование естественного наводнения с тем, чтобы не допускать создания лесных культур, чтобы не было необходимости внести затраты на создание лесных культур. Дальше, что касается рубок ухода леса, впервые в нашем, так сказать, на Урале он разработал не только систему рубок ухода за лесом, но дал теоретическое, самое подробное теоретическое обоснование проведения этих рубок ухода на лесоводственной основе. И вот эти его разработки, так сказать, правда, надо сказать, что идея изреживания лесов с целью формирования была подана и раньше, хотя узнали об этом значительно позже, а эту идею описал в своей книге Билимбая. Он работал 12 лет, по 1734 году, выйдя, уехав с Урала, написал огромную монографию 600 с лишним страниц, где и описал идею лесного хозяйства. Как раз потом это первое, он был лесоводом, он был дровозаводчик и осмотрел леса в районе Уктусского завода, тогда еще существовавшего. Он как раз предложил изреживать леса с целью их формирования. Но это было предложение, книга была опубликована 200 лет спустя, в 1937 году, и стало известно это, так сказать, уже 2 века спустя. Вот настоящую работу, научно обоснованную работу, конечно, первые эти научные предложения внес, научно обоснованные предложения внес Александр Ефимович Теплоухов. И он внедрил их, и вот это основы лесопользования, которые он внедрил в имении строем, как раз они базируются вот на организации территории, на организации тех подходов к рубному, главному пользованию рубного ухода, которые были здесь на Урале в имении строем. Следующее важное мероприятие, которое в лесном хозяйстве всегда, так сказать, имеется в виду, это как раз охрана лесов, о чем сегодня выступали руководители округа, областные руководители. В то время были, населенность была слабая, все-таки на Урале, рабочих рук не хватало, и пожары, так сказать, тушили не своевременно. Пожары распространяются на десятки тысяч гектаров порой. И вот Строганов, Александр Ефимович Теплоухов, организовал охрану лесов от пожаров, образцовую. Это было связано с тем, что в то время крестьяне занимались подсечно-огневой системой земледелия, то есть рубили лес, его не переливали, не вывозили, а пережигали здесь же на месте, образовывая зола, дальше высевались семена и получался урожай зерновых сам 30, сам 50, то есть 30-50 раз выше, чем затратили семенную посев. Вот это первый год. На второй год снижение в 2 раза, и мы разрабатывали снегу. И, конечно, крестьяне, разработка вся была летом, и пожары просто свирепствовали, бичом. Вот он, самое интересное, пишет Александр Ефимович Теплоухов. На Урале можно летом подышать свежим воздухом только тогда, когда едешь по имению Строганова. В этом, наверное, прав. Дело в том, что он прекратил подсечно-огневую систему земледелия совершенствующими веками, так сказать, бывшую основной на Урале веками.
он ее прекратил. Более того, он вывел крестьян из лесов. Осуществил вывод крестьян из лесов. В то время селились, до того времени селились крестьяне здесь, такой лес, как хороший набег, там строил дом и распахивал лесы. Он их все вывез за пределы лесов. Выдав участки, так сказать, для проживания и земледелия за пределами лесов. Это был единственный случай в нашей России, когда был осуществлен вот такой вывод крестьян из лесов. Вот это помогло ему еще то, что имение Строгана было единственным в России, где функции государства были переданы Строгану, землевладельцам. И, соответственно, он в полной мере использовал, так сказать, вот эти функции. И были организованы вышки, смотровые впервые тоже тогда, были организованы команды для тушения пожаров, соответственно, так сказать, оборудование было конно, так сказать, и так часть и так далее. Вот даже после него, задолго после его смерти, даже все это, так сказать, передовое сохранилось. Интересное воспоминание оставил профессор Семенов, организатор нашего университета. За 3 года до смерти он написал книгу, значит, «Зеленое золото». «Зеленое золото». «Зеленое золото», да. И он описывает свое посещение в имении Строгановых. Тогда в Глушко он приезжал третьим, последним главным лесничим горного завода. Вот перенятек. Глушков его повез вниз, разложили и костер, вот Глушков объяснил. Вот сейчас дым поднялся до закона, стал подниматься воду и вспышки. Вот команда собирается, и вот осталось 200 метров, 100 метров, и команда вылетает на фигурах, готовы искрестать ногами и те, кто, так сказать, нарушает правила пожарной безопасности. Все это было организовано значит, дальше была организована борьба с рубками, самовольными рубками. Была введена лесная охрана, в каждой даче был лесничий, лесная охрана, и Александр Никитинский работал систему наказаний для самовольных рубщиков, которая включала 78 пунктов, ни много ни мало, да? Но вот оказалось, что не так это просто. Чем жестче наказание, тем более дикое сопротивление крестьяне оказывали, и в том числе крестьяне не только теплоуховские, но и которые их за пределами. Они считали, что лес это как вода в речке Ильича, и трудно было в то время, так сказать, поставить кого-то по-другому. Поэтому пришлось ему пересмотреть и эту систему, так сказать, нарушений, наказаний, ослабить ее, и это дало, в общем-то, положительные результаты. Следующий раздел ведения лесного хозяйства – лесокультурное производство. Вот здесь Александр Ильич, так сказать, больших успехов, надо сказать, не добился, а как раз добился выдающихся, ведь это сын Федор Александрович. А от Александра Ильича Теплоухова остались культуры только сохранились, значит, в 2 местах. Вокруг пруда в поселке Очоры, а эти культуры сохранились. И вот ваша роща-могильница. Роща-могильница была начали создавание в 1941 году, когда был еще под Марьино, а не на Урале Александр Ильич, но местные, так сказать, впервые выпускники школы Марьинской прибыли на Урал, и здесь вот был лесничий Агеев тоже вот краеведом, желательно установить все вот. И был прекрасно, грамотный, образованный лесничий, который лесничим проработал 6 лет в Билимбая, потом стал начальником завода, в итоге сменил Александра Ильича Теплоухова на посту главноуправляющего имени Строгановых. Это наиболее талантливый и как раз ученик, и он попал как раз вот сюда. И он пригласил Шульца Ивана Ивановича, хотя тот не имел никакого отношения к Минскому главному лесничего, но поскольку он разрабатывал агротехнику, и создали вот здесь посевами вот эту рощу в более широком масштабе, чем у нас сохранились сейчас вот на площади 9 гектаров. Правда, потом эту площадь, эти культуры дополняли, посадки в 1864 году, но, тем не менее, это самая старая лесная культура на Урале из числа сохранившихся, ваша роща-могильница, которая, к сожалению, сегодня разрушается. Вот
те основные, так сказать, достижения творческие, которые касаются лесного хозяйства. Ну, у Александра Ефимовича Теплоухова еще одна была страсть, которую это все посвятил. В 1861 году была проведена реформа на освобождение крестьян от крепостной зависимости. Все крестьяне разбежались со всех заводов на Урале, 1,5 года заводы стояли. Но крестьяне побегали, то есть рабочие побегали, и все-таки потом заводы восстановили работу, но ведение лесохозяйства было крайне затруднено уже после этой реформы. И Александр Ефимович так писал, что будем надеяться, придет то время, когда появятся снова возможности в организации лесного хозяйства. Он очень горевал по этому поводу, что лесное хозяйство приказало, по сути дела, говорит, вот как раз и на слоганах оно не сохранилось. Я вам называл уже начало 20-х, даже после революции лесные культуры создавались здесь в имени слоганах, так сказать, по Билимбаевской даче, в том числе по инерции. И Александр Ефимович Теплоухов стал заниматься археологией, раскопками вот, в Пермской чуде в районе Кубинка. Там была Кувинская лесная дача, был Кувинский завод, что истории самый слабый, который полвека всего существовал. Ну и как раз вот там Александр Ефимович Теплоухов вел эти раскопки, и он втянул в это дело и сына, и даже внук этим занимался в какой-то мере. Значит, впоследствии после его смерти уже Александра Ефимовича. То есть вся семья, по сути, внесла вот это в стиль. И на основе этих раскопов, тех вещей, которые были обнаружены археологический групп, организован Пермский краеведческий музей. Это коллекция, состоящая из 1000 предметов. Она была описана Екатеринбургским тогда археологом Чернова профессором Спицыным. Она вошла в состав Пермского областного краеведческого музея. Вы, наверное, краеведы знают уже вот всю эту, так сказать, семью Теплоуховых. Наиболее полно она, конечно, естественно, изучена в Минском. В последние дни и последние месяцы прошли большие мероприятия. И в Билимбая, кстати, они были проведены там тоже, я его помню, вы знаете, книги о нем написаны, и здесь где-то я книгу давал. Равиль Васильевич Бобров, первый заместитель министра лесного хозяйства, написал страниц 400, может быть, она попала, я не знаю, может нет. И в Пермской области месяц назад была проведена 4-дневная конференция, с выездом в Ильинской и в Кудынках. И там, значит, десятки людей побывали. И как раз сборник, я созвонюсь с ним, попрошу, чтобы они нам сборник этот выслали сюда, потому что доклады были посвящены, потому что они тоже достаточно плотно занимаются историей. Там и кандидатская даже защищена по Теплоухову, не по Строганам. То есть там, по сути, в Ильинском сложился своеобразный уже духовный центр Западного Урала. Потому что эти мероприятия, я проходил неоднократно, там превосходно есть краеведческий музей, и они провели самые широкие мероприятия, масштабно приезжали родственники, значит, приезжали из Соединенных Штатов, из Петербурга, это родственники. Тут было проведено самое, так сказать, на самом высоком уровне, на хорошем уровне это мероприятие. И я думаю, оно повторится через 2 года, когда, значит, когда мы будем отмечать столетие сам Никитина, значит, наверное, да, и какие-то мероприятия все равно здесь у вас будут. Надо будет еще. Значит, наше предложение такое, что вам все-таки внутренние соединения Минске надо будет тесно поддерживать, и они материалы вам насыпают, где-то дорогие, вы не приходите. Вот. Есть библиотека, есть музей. Да. Уральские лесоводы достаточно, так сказать, подробно на сегодня
наполнены лесоводы и краеведы с историей лесного хозяйства, в первую очередь лесоводы, потому что история лесного хозяйства в основном